Привет, друзья! Всем привет! Добро пожаловать на проект «Русский с Максом». Это проект для тех, кто изучает русский язык. И сегодня у нас будет с Юлей диалог для уровня B1+, примерно. И этот диалог вы можете слушать в рамках нашего подкаста. Вот здесь ссылочка на наш подкаст. И также вы можете смотреть на YouTube. Но, правда, я не знаю, что выйдет раньше. Чуть раньше выйдет видео или подкаст. В общем, тут не могу вам точно сказать. Но точно могу вам сказать, что у нас сегодня достаточно интересная тема. Мы с Юлей хотим поговорить про один девайс. Как мы, Юля, говорим девайс по-русски? Какие у нас есть варианты? Мы говорим гаджет. Гаджет. Но это тоже не очень по-русски. Устройство. Устройство мы не говорим. Не говорим, в да. таком контексте. Мы говорим гаджет. Гаджет, да. По-русски мы бы сказали гаджет. Так же, как мы используем слово телефон, например. Мы же не говорим «это говорилка», «я позвоню тебе по говорилке», да? Ну да. И буду использовать говоритель, чтобы записать этот подкаст. Нет, конечно, это странно. Мы используем слова микрофон, телефон, пауэрбанк, подключенный к рекордеру. В общем, да, друзья, такова реальность. Такова реальность. Даже слово «кабель». А слово «стол», стул точно немецкое, да? Штуль. Стул. Слово «стол». Не знаю. Тоже вряд ли Телевизор. Короче, давайте оставим этот разговор про заимствование. Я всегда говорил, язык живет пока... окей, это не я говорил, это говорят умные лингвисты, филологи, что язык живет, язык существует, язык развивается только пока он заимствует слова. Когда он прекращает заимствование, он умирает. Абсолютно солидарно. Вот. Так вот, вернемся к нашему разговору. Мы сегодня хотим поговорить про один интересный гаджет. Юль, давай покажем его. Это кольцо. Это кольцо. И даже не всевластие. К сожалению, не кольцо всевластия, да? Жаль, да. Можешь, Юль, в 3 словах рассказать, что это за кольцо? Мы не будем говорить, какое это именно кольцо, но это, скажем так, наверное... считается, что лучшее кольцо в этом сегменте, в сегменте умных колец в целом. Но, Юль, можешь, пожалуйста, рассказать про это умное кольцо, что это такое, для чего нужно, вкратце для тех, кто вообще не понимает, что это такое? Макс, как ты сказал, мы называем это умное кольцо. Да. Почему оно умное? Не потому, что оно может решать математические задачи. Оно не может решать математические задачи. К сожалению. Но в это кольцо встроены разные системы наблюдения за организмом. Так, системы наблюдения за организмом, за твоим телом. Да, то есть разные датчики, которые меряют, например, пульс, которые могут определять, когда ты спишь, и наблюдать за твоими фазами сна, наблюдать за сатурацией, да, то есть кислородом в крови. Угу. И все это собирать в отчеты, в некоторые графики в приложении, где искусственный интеллект, встроенный в это приложение, анализирует эти данные и дает тебе какие-то рекомендации и вообще в целом понимание того, как ты спишь, какой у тебя уровень стресса, какой у тебя пульс. И так далее. И так далее, да. То есть получается, что это кольцо, по сути, похоже на всякие разные фитнес-браслеты, умные часы и так далее, которые там... у меня часы совершенно тупые, но я их очень люблю. Наверное, потому что... Неважно. Чувствую с ними, да, какое-то единение. Мои часы могут только считать шаги, и то не очень хорошо. Но есть разные фитнес-браслеты, умные часы, которые могут... давай базовые функции назовем таких гаджетов. Что это обычно? Они умеют считать количество шагов, которые ты прошел.
Еще что? Да, они в целом трекают, да, следят за твоей активностью в течение дня. Ну, то есть, например, шаги, или это бег, или ты занимался каким-то спортом, ездил на велосипеде. Мгм. Вот они могут отследить твою активность. Да, хорошо. Они отслеживают твою физическую активность. То есть ты можешь понять, сколько ты занимался каким спортом. Да. Затем они, ну, все эти гаджеты, неважно, форм-фактор может быть разный. Это может быть браслет, это может быть кольцо. Что еще? Есть еще какие-то форм-факторы? Не слышала. Ну да, наверное, самое известное — это вот браслеты и кольца на данный момент. Вот пульс. Да. Они твой измеряют. Как ты сказала, сатурацию. Да, сатурацию. Не уверена, что часы могут измерять сатурацию. Да, Может быть, сейчас и могут. Уже, зависит от гаджета. Да. Вот. Хорошо. То есть всю эту информацию о твоем теле гаджет, в твоем случае кольцо, собирает. И дальше в приложении уже ты можешь как-то поработать с этой информацией. Вернее, не ты сама с ней работаешь, а искусственный интеллект в приложении обрабатывает эту информацию и дает тебе какие-то рекомендации, какие-то советы и показывает, какие проблемы у тебя есть или потенциально могут быть, да? Да, совершенно верно. Каждое утро, когда ты просыпаешься, тебе в приложении оценивают твой сон. Ты поспал на 80 баллов. А сколько максимально баллов? Ну, максимально 100. Я ни разу не набирала 100 Ты баллов. ты ни 100 разу... баллов ни разу. То есть у тебя никогда не было идеального сна, согласно приложению? Получается, что так. Но у меня был близко к идеальному, там 96, 97. Плюс в течение дня он, гаджет, да, следит за твоим уровнем активности, как мы и сказали, примерно считает, сколько калорий ты потратил в течение дня, какой у тебя уровень стресса. То есть кольцо может сказать, когда у тебя были периоды стресса? Да, кольцо каждый день твой оценивает с точки зрения того, был ли этот день стрессовый, или он был сбалансированный по количеству стресса, или он был вообще спокойный. Ага. Тут важно понимать, что кольцо под стрессом не имеет в виду какие-то, там, не знаю, негативные переживания, да, эмоциональные потрясения. Стрессом является, ну, по сути, любая нагрузка, которая влечет повышение пульса. Но кольцо не знает, это ты побегал так хорошо, и это стресс для организма, или ты сидел, переживал, там, не знаю, перед собеседованием, боже, я его не пройду, и у тебя был высокий пульс, это тоже стресс. Но глобально для организма это как будто не важно. Если был период стресса, вызванный чем угодно, ему нужно потом восстановиться. То есть, ну ладно, не будем уходить глубоко в тему стресса. Не будем, да, то есть кольцо не расшифровывает, это был позитивный стресс или негативный стресс, оно просто говорит, что чувак, ты стрессанул. Да, ты стрессанул, расслабься немного, тебе нужно расслабиться. Да, он говорит, вчера был стресс-дэй, да, там был очень стрессовый день, сегодня я тебе говорю о том, что тебе нужно быть менее активным, больше восстанавливаться, пожалуйста, попробуй. Ну и так изо дня в день. И он также следит за твоим индексом восстановления от стресса, и в зависимости от того, восстановился ты или нет, определяет, какая активность на день для тебя будет более эффективной. То есть нужно ли тебе больше активности или меньше активности. То есть правильно ли я понимаю, что если ты плохо спал, и, допустим, вот я сегодня спал очень плохо, а вчера у меня был очень стрессовый или стрессовый, ну мы говорим обычно стрессовый, да? Мы говорим стрессовый, да, в разговорной речи. Интересно, по норме русского языка стрессовый или все-таки стрессовый? Ну, неважно. В любом случае мы чаще говорим в разговорной речи стрессовый. Так вот, вчера был стрессовый день, я очень плохо спал этой ночью. Скорее всего, кольцо мне скажет, ну, кольцо, приложение, неважно, мне скажет, что мне сегодня нужно меньше физической нагрузки. Так и есть. Да? Да, так и есть. Он говорит, что вот, не знаю, базовая норма калорий, которую тебе рекомендуется сжечь, там, не знаю, 550, если ты хорошо восстановился, будет 750,
А если ты плохо восстановился, да, находишься в стрессовом состоянии, он тебе скажет 400. Мгм. И он будет, ну, в общем, каждый день тебе давать какую-то рекомендацию на текущий день. Мгм. Да, хочу еще раз просто отметить для наших слушателей и зрителей, что иногда мы говорим «он», имея в виду гаджет, «он». Если мы говорим «оно», то мы имеем в виду кольцо. Вот, поэтому мы это понимаем, но, может быть, не всегда это очевидно. Хорошо, Юль, но вот смотри, вопрос же в том, а насколько мы вообще можем доверять этой информации? Как? И вот мне, честно говоря, сложно поверить, что вот такая маленькая штука может давать столько информации. И самое главное, что эта информация действительно актуальна, что на нее можно полагаться. Это хороший закономерный вопрос. Есть как бы ряд исследований, которые говорят, что это кольцо эффективное, но мы понимаем, что, возможно, эти исследования, да, там не совсем достоверные. Но на самом деле самое главное, что меряет это кольцо, это твой пульс. Мгм. И на основании пульса оно определяет, ты сейчас, там, не знаю, в стрессе, ты занимаешься какой-то активностью, или ты сейчас в расслабленном состоянии. Плюс, помимо пульса, оно меряет вариабельность сердечного ритма. Короче, это такая как бы пауза между ударами сердца, и вот если у тебя выше эта вариабельность, это значит, что ты восстановлен. Вариабельность или вариативность, или как? Ну, вообще слово вариабельность. Вариабельность? Вот Ага. когда читала про кольцо, Не знал такого но это слова. вот именно как колебания, что ли, да? Если у тебя высокий индекс таких колебаний, это значит, что ты восстановлен. Если низкий, значит, ты в стрессе. Ну, как будто штука это может померить, да? Мгм. Но для меня что важно? Для меня важно то, что, например, штука, оно, кольцо, он, гаджет, кольцо, да, оно каким-то образом практически всегда угадывает тип физической активности, которой я занималась. Если это была прогулка, если это была пробежка, если это была велосипедная прогулка, если это была зарядка, она говорит, фитнесом занималась, да, то есть каким-то образом вот эта маленькая штучка, это кольцо, ну, то есть не прогнозирует, а угадывает. Предполагает, что именно ты делал. Вот я не знаю как, но она почти никогда не ошибается. Ага. Понятно. Ну, хорошо. Окей. То есть понятно, что насколько мы можем доверять этой информации, зависит только от нас. Мы брали именно этот девайс, потому что, по крайней мере, есть какие-то исследования, какие-то подтверждения тому, что эта штука действительно работает. Мгм. И просто интересно поэкспериментировать. Это же все-таки не что-то такое, не знаю, не аппарат для измерения там, давления, на который ты рассчитываешь и который должен там, супер безупречно работать. Конечно. Это что-то, что просто тебе помогает чуть лучше понять себя, свое физическое состояние, да? Так и есть. Это не медицинское оборудование, да, ты не можешь полагаться на него там в диагностических целях. Но для меня это возможность больше узнать о том, как функционирует твой организм, и, может быть, попробовать поэкспериментировать. А вот что будет, если действительно спать ту норму, которую кольцо посчитало как твою норму? Будешь ли ты чувствовать себя лучше или хуже? Так, давай, что ты можешь по этому поводу сказать? Кольцо первые 2 недели, когда я его носила, просто анализировала разные показатели и не давала никаких рекомендаций. Сейчас уже я ношу его почти 3 месяца, а оно установило, что моя норма сна 7,5 часов. 7,5 часов — это твоя норма. Что это является оптимальным для меня. И оно показывает, что если, например, ты не доспал, как у тебя накапливается долг по сну. У меня теперь есть задолженность по сну. Так, ты пробовала спать столько, сколько говорит тебе кольцо? И почувствовала ли ты, что это то, что нужно?
Да, я пробовала спать столько, сколько говорит кольцо, и я действительно вижу корреляцию, что когда кольцо говорит: ты спала на 96 баллов, твой индекс готовности к этому дню, там, не знаю, 98, я действительно в эти дни чувствую себя лучше. Сегодня сколько у тебя был индекс? А сегодня, кстати, 86. Ну, это неплохо. Это неплохо, да, это все время такой вот, как бы, такая позиция выше ожидаемого. Мгм. Вот, ну, ты действительно, и если ты плохо спал, ты видишь, насколько низко оно оценивает, да, твои показатели, и ты действительно в эти дни чувствуешь себя не очень бодро. Мгм. И, ну, это действительно интересно. Еще интересно то, что это кольцо как будто побуждает тебя больше двигаться. Ну, это на меня так работает, это всегда так было, что если оно тебе говорит, ну вот, еще 29 минут активной прогулки, и ты выполнишь норму на день, я с большей долей вероятности буду что-то предпринимать, чтобы эту норму выполнить. Понятно. То есть тебя это мотивирует. Меня это мотивирует. Ну хорошо, то есть в твоем случае это работает. И также ты можешь отметить, что рекомендации по сну тоже работают в твоем случае. Рекомендации по сну работают. Плюс я заметила, что в какой-то момент времени каждый мой день кольцо оценивает как стрессовый. Мгм. Просто изо дня в день. У тебя был стрессовый день, у тебя был стрессовый день. И я почитала, что с этим можно делать. Например, там есть рекомендации по дыханию, что просто сядь там в течение 3 минут, спокойно подыши. Ты делала так? Да, я так делаю теперь. Каждый день? Да, стараюсь каждый день, потому что есть исследования разные, что вот спокойное дыхание по определенному ритму помогает быстрее восстановиться от стресса. И действительно, если у тебя кольцо каждый день говорит, что у тебя был стрессовый день, у тебя как будто появляется желание что-то попробовать поменять. Мгм. Юль, а почему кольцо, а не браслет какой-нибудь? У меня были умные часы раньше, они разбились в какой-то момент времени. Плюс кольцо удобнее носить, и к тому же оно мило выглядит. То есть эстетическая часть. Да. Но из того, что я слышал, с браслетом гораздо менее удобно спать. Ну да. То есть с кольцом ты спишь и, в принципе, не испытываешь большого дискомфорта, а спать с часами или с браслетом, ну, такое себе удовольствие. Ну, согласна, да. Да? Хорошо. Скажи тогда, как-то уже изменилось твое поведение, твои привычки после 3 лет, 3 лет, после 3 месяцев ношения кольца? Я думаю, что привычки изменились не очень значительно пока что, но, как я и сказала, я начала обращать внимание на уровень стресса и искать пути к его понижению, по крайней мере, дыхание попробовать. Плюс кольцо как будто тебя стимулирует, побуждает больше двигаться. Мгм. И все-таки стараться ложиться спать пораньше. То есть это, в принципе, и так очевидно, да, что надо ложиться спать пораньше, но кольцо как будто лишний раз тебе об этом напоминает. И это прикольно, это удобно. Плюс кольцо по одному из показателей оценивало твой кардиовозраст, ну, типа возраст сердца, наверное, не совсем правильно. И оно мне померило, что мой кардиовозраст на 1,5 года больше, чем мой реальный возраст. То есть, грубо говоря, сердце у тебя чуть старее, чем должно быть. Да, там написано, что это абсолютно нормальная корреляция, но написано, что если ты хочешь омолодить свое сердце, добавь в свою жизнь кардионагрузки. Мгм. И я такая, надо бегать по утрам. Ты стала бегать по утрам? Я стала, сейчас забросила, но я надеюсь, что я вернусь. Ну ладно, хорошо. Давай тогда поговорим про обратную сторону, потому что я слышал, что для многих людей ношение таких колец или браслетов и вообще получение информации о состоянии их здоровья, пульса, вот, возраста сердца, ну, как бы не возраста сердца, но мы поняли, что для них это дополнительный стресс. То есть некоторые люди
когда видят, что у них что-то не в порядке, они начинают стрессовать. Когда они видят, что они мало двигаются, они начинают стрессовать. Когда они видят, что их сердце чуть старее, чем хотелось бы, они начинают паниковать. И это, наоборот, их вгоняет в депрессию. То есть ты хочешь сказать, что это когда кольцо становится твоим хозяином? Ну нет, никогда кольцо становится хозяином, когда ты просто излишне эмоционально реагируешь на какую-то информацию, что что-то может быть не так хорошо, как ты думал. Но это же относится и к походам к врачам, и, например, какие-то анализы, которые люди сдают, или просто чекапы. Когда ты идешь, и, ну, я это чувствую, мне, например, немного страшно идти делать чекап, потому что, а вдруг там будет что-то, и все, и я уйду в депрессию и не смогу нормально функционировать. Это же так работает тоже у людей с кольцами, у некоторых? Я думаю, что оно может работать вот так, как ты озвучил, что когда ты видишь, что что-то не в порядке, и ты начинаешь больше переживать по этому поводу. И второй момент, то, что я сказала, кольцо становится твоим хозяином, Да. это означает, что ты пытаешься соответствовать всем тем нормам, которые кольцо предложило тебе. Мне точно нужно сжечь столько калорий, сколько кольцо сказала. Мне точно нужно проспать столько времени, сколько кольцо сказала. А это не всегда адекватно коррелирует с твоей реальной жизнью. И ты вот начинаешь переживать, потому что мне нужно было лечь в 10 вечера, а я не смогла это сделать. Вот есть такой второй негативный эффект. То есть ну, это не эффект, это, как сказать, это, ну, я бы не назвал это эффектом, потому что это просто восприятие людей. Ну, это восприятие людей, да. и многие могут воспринимать информацию по-разному. И либо париться из-за того, что информация не соответствует тому, что они думают, или париться из-за того, что они не могут соответствовать некому идеалу, которое предлагает кольцо. Да. Вот. У тебя есть что-то такое? Нет. Нет? Честно говоря, нет. Что касается первой проблемы, которую ты озвучил, что если ты видишь, что что-то не в порядке, ты начинаешь стрессовать по этому поводу, ну, я скорее тот человек, который любит профилактически сдавать анализы. То есть мне спокойнее будет, если я буду знать, что происходит прямо сейчас, и я предпочту это знать. А второй момент, да, вторая проблема с тем, что ты начинаешь подстраиваться под нормы кольца, к сожалению или к счастью, но мне это вообще не свойственно. То есть я информацию принимаю к сведению, но скорее реальная жизнь все равно победит. Да, если я понимаю, что я не могу лечь спать в 10 вечера, потому что у меня есть какие-то другие дела, планы и так далее, ну я не лягу. В общем, я не буду беспокоиться по этому поводу. Ясно. То есть это не про тебя все. Это не про меня, да. Спасибо, Юля. Я бы хотел тогда подытожить все то, о чем мы говорили. Значит, кольцо или фитнес-браслет, гаджеты, которые помогают тебе получать разную информацию о твоем состоянии физическом, о твоем физическом состоянии. И у них есть разные датчики или сенсоры, в целом это синоним, датчик и сенсор, которые как раз измеряют пульс, твое условно сердцебиение. Не сердцебиение, ты сказала, что какую-то... Вариабельность. Вариативность, да, не знаю, какое здесь слово правильно. Колебания, да, колебания сердечного ритма. Но не пульс, это не просто пульс. Это не просто пульс. Хорошо, пульс, еще какие-то штуки, и получается, что дает тебе разные рекомендации, конкретно которые сделаны под тебя, да, и ты уже можешь либо этим рекомендациям следовать, либо не следовать, в общем, распоряжайся с этими знаниями как хочешь. Насколько бы ты, Юля, оценила действенность этого кольца? Я имею в виду, что насколько оно работает для тебя? Вот у тебя было какое-то ожидание, когда ты хотела получить это кольцо? Я думаю, что мои ожидания оправдались, потому что я ожидала именно вот то, что ты сейчас сказал, это возможность получать данные о своем организме. Я не ждала, что встроенная там нейросетка, да, встроенный искусственный интеллект
даст мне какие-то супер полезные персонализированные рекомендации, которые отличаются от, ну, здравого смысла, типа спи больше, там, ешь больше здоровой еды, больше двигайся. Но мне было очень любопытно последить, как меняется твое состояние изо дня в день, как ты себя ощущаешь в дни, когда там у тебя выше какие-то показатели, какие-то ниже. И это кольцо, в общем-то, мне предоставляет, дает такую возможность следить за вот этими показателями. Его эффективность с точки зрения влияния на мои личные привычки, наверное, 6-7, потому что... Из 10. Из 10. Потому что, ну вот, наверное, я чуть меньше готова что-то поменять в жизни, исходя из того, что у меня кольцо сказала. Может быть, стоит воспринимать какие-то рекомендации более серьезно. У меня пока не получается. Поэтому для меня его эффективность на 6. Хорошо. Последний тогда вопрос, который мог бы задать какой-то человек, который посмотрит нас, послушает нас и скажет: ну, все то же самое. Спи достаточно, ешь как бы качественнее и меньше стрессуй. Ну, в общем-то, и так все понятно. Зачем мне это кольцо? Действительно, все понятно, но когда ты видишь, как непосредственно на тебе отражаются там недосып или лишний стресс, да, или, может быть, там какой-то поздний отбой, поздний уход в сон, ты это начинаешь воспринимать как-то более лично, что ли. Потому что как бы глобально рекомендации действительно общие. Там не придумали ничего сверхъестественного, революционного. Но тут это тебе как будто бы дает возможность увидеть вот на твоем опыте и немножко это оцифровать. Персонализировано. Персонализированно, да. И немножко получить данные в цифрах, да, оцифровать, потому что глобально ты знаешь, что ты там не доспал, а тут ты можешь посмотреть, сколько раз ты просыпался, сколько было глубокого сна, там, поверхностного сна, и уже, ну, для себя какие-то выводы сделать относительно того, когда тебе лучше ложиться спать, как тебе лучше спать. Понятно. Спасибо тебе большое. Друзья, на этом у нас все. Если вы хотите практиковать более эффективно русский и с каждым подкастом тренировать свои навыки и аудирования, и прокачивать лексику, и даже улучшать навык говорения, то присоединяйтесь к нашей мембершип-программе. Ссылка будет в описании под видео или в описании подкаста, если вы слушаете это в своем подкаст-приложении. Кстати, вы там же можете и оценить этот подкаст, и нам будет очень-очень приятно. Мы обязательно вам пришлем свое сердечко так вот. Что ж, друзья, спасибо. До встречи в следующих подкастах, в следующих видео. Юля, спасибо тебе большое. Давай я пожму твою руку с кольцом. Спасибо тебе, Макс. И до встречи. До новых встреч. Пока-пока. Пока.